Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы затронем сложную тему. Разговор пойдет о времени, точнее о временном парадоксе и временной матрице. Я долго не решался приступить к данному материалу и не совсем понимал, в каком контексте его озвучить. Но некоторые новые данные прояснили неизвестные моменты. Без них вся конструкция нашего разговора не могла бы быть выстроена. Давайте рассмотрим временной парадокс. Он называется теорией относительности, озвученной Эйнштейном. В общей теории относительности говорится, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, а изменением самого пространства времени, в нем они и находятся. А вот еще одно определение времени и пространства. Оно пришло в наш мир от существ предыдущих цивилизаций, которые погибли. Эти знания им были переданы сверхцивилизацией, покинувшей нашу планету. Время лишь иллюзия, создаваемая непрерывной сменой состояний сознания на протяжении странствования в вечности. Время не существует, оно покоится во сне. Там, где нет сознания, может возникнуть временная иллюзия или временной парадокс, принимаемый за реальность. Мы видим, что сверхцивилизация, жившая до нас многие миллионы лет назад, предупреждает, что время – это некоторая материя или проекция событий в непрерывном течении сознания вечности. Другими словами, все, что нас окружает вокруг, космос, Вселенная, можно рассмотреть как иллюзию, находящуюся в пространстве, и ее мы воспринимаем за реальность. Поэтому, когда мы смотрим на звездное небо, мы задаем вопрос, где начало и где конец того, что мы называем Вселенной. У времени нет начала и нет конца. Так и у пространства нет ни начала, ни конца. Формирование пространства происходит постоянно в гипергромадных объемах. Как будто мы находимся в кинотеатре и смотрим бесконечный фильм, и в нем постоянно меняются события, и появляются новые персонажи и кадры. Они никогда не повторяются, но данный фильм мы можем запустить обратно с возвращением событийности в пространстве и времени. Также и время может перемещаться в разных проекциях относительно объекта. Я попытался сейчас постепенно подвести наш разговор к основному и самому сложному, о чем я хотел говорить. Временной парадокс, который игнорируется наукой, а он в то же время строит наш мир в пространстве и времени. Но данные материалы показывают фантастические или кому могут показаться сказочными возможностями, которыми наделен наш мир. Это не тот мир, который мы воспринимаем классическим трехмерным. Многие события, и с ними я ознакомлю вас, широко известны. Некоторые малоизвестны, а некоторые неизвестны совсем. Единственное, что я могу сказать, основываясь на записях, манускриптах, время может меняться не только вперед, но и назад. Я попытаюсь донести полученную информацию и попытаюсь систематизировать ее, но возврат в прошлое рассматривается в нашем мире только как в сюжетах фантастических произведений. Но не все оказалось так просто, судя по материалу. Но сейчас я хочу подвести данный материал к временному парадоксу. Он заставляет время менять свое направление в различных временных точках. Вы очень удивитесь. Оказывается, время может менять свое направление не только вперед и назад, но и во множество других направлений от точки отправления. То есть время, двигаясь, меняет пространство. И здесь начинаются вопросы. Мы можем предполагать, что находится в будущем и тем более в прошлом, но что находится в других пространственно-временных направлениях. Вот это и есть временная матрица. Это и есть самое интересное, к чему мы подошли. Материалы полностью подтверждают все, что я вам сообщил. В мире нет границ и нет направления движения в пространстве, а есть перемещение временных иллюзий в различных направлениях. В них возникает проекция реальности. И есть мир, и данный мир мы можем видеть и ощущать, когда происходит сбой или перезагрузка проекций. Теперь перейдем к примерам, и мы поймем, что находится в других точках временной матрицы. Я не хотел раньше времени озвучивать термин «временная матрица», но без этого сложно понять, что я пытаюсь представить вам. И невозможно озвучить все, что нам хотели сказать те, кто оставил данную информацию. Не подумайте, что я подвожу вас к тому, что мы живем в виртуальном мире. Нет. И еще раз нет. Мир реален, но многомерный.
и состоит из многих составляющих. Мы их ощущаем, но не всегда осознаем. А есть места, и в них можно управлять пространственно-временными перемещением в реальной и энергетической проекции. Эти энергетические зоны созданы, и некоторые для защиты, некоторые для сохранения, а некоторые для разделения миров. На Тибете и в других известных и малоизвестных местах происходят временные аномалии. Они ускоряют время, а также замедляют. В предыдущем материале я приводил рассказ очевидца специальной операции, связанной с проникновением в пещеру Самати. В них находится генофонд предыдущих цивилизаций. Описаний данных историй немало, можно найти и в тибетских документах, и в рассказах людей. Кратко, что такое состояние самати? Это состояние организма, находящееся как будто бы в консервации. Все жизненные процессы замедляются настолько, что невозможно определить, живое существо или нет. Монахи в них могут находиться по несколько лет, без еды и воды. У монахов во время медитации растут волосы и ногти. В пещеры приходят наставники и наблюдают за ними. И приходят специально подготовленные люди для того, чтобы подстричь монахов, находящихся в медитации. Но это не состояние самати, это первый порог или ступень. Ее должны пройти все живые существа для погружения в состояние самати. А всего их 7 ступеней. Самые просветленные монахи за всю историю не смогли преодолеть больше 3 ступеней. Вот здесь и вступает действие матрицы времени. Она изменяет проекцию, не только сознание человека, но и временную пространственную проекцию, тем самым удерживая живое существо вне временных изменений. То есть подстраивает и удерживает пространство и время в нужной проекции. Сегодня мы рассмотрим с вами одно из загадочных мест – священное место Тибета – гора Кайлас. Рядом с горой Кайлас существует место, так называемое долиной смерти. Долина представляет собой огромные вогнутые строения, очень похожие на зеркала. Такие зеркала могут отражать и усиливать различные энергетические и информационные потоки, тем самым изменяя проекцию времени. Многие каменные зеркала, соприкасаясь друг с другом, образуют каменные пирамиды с вогнутыми гранями. На хребте Канг-Тисе существует довольно много вогнутых каменных образований. Одно из самых больших – вогнутое зеркало долины смерти. Это каменное зеркало состоит из 3 частей. Их угол наклона примерно 55 градусов от горизонта. Фокус зеркала находится не на земной поверхности. Он находится на высоте вершины горы Кайлас, а проекция фокуса центрального зеркала ориентируется на земную поверхность. Эту точку фокуса можно в полной мере ощутить во время посещения. Если человек попадает под точку фокуса данных каменных зеркал, тогда он за мгновение состарится и истлеет. То есть время просто сотрет его. Хотя существует мнение, что время в данной долине как раз управляется, и это зависит от человека, который попал в данную долину. Если его внутренний мир и душа чиста, он может без последствий пройти самые сильные точки проекции каменных зеркал. Ну а если у человека внутренний мир и душа загрязнены, тогда он не сможет находиться в данной долине долго. Но если человек с низким кармическим коэффициентом попадет в долину, последствия для него будут убийственные. Был случай, который даже был опубликован в прессе не так давно. 4 парней решили опровергнуть все, что говорят о данной долине. Совсем на непродолжительное время оказались в долине. Они очень быстро состарились и скончались. Долину посещают йоги для окончания своего жизненного пути. В долине много человеческих останков и костей. Часто, когда люди выходят из долины, через определенное время у них начинаются кожные проблемы по всему телу. Но через некоторое время они проходят. А у некоторых наоборот, проблемы исчезают. В общем, какой человек пришел в долину, и плата ему будет по его жизненным поступкам. Ну вот. Теперь о самой горе Кайлас. Она находится на высоте 6656 метров над уровнем моря. И привлекала и привлекает большое количество паломников и просто туристов, а также исследователей и ученых, чтобы узнать больше об этом загадочном месте и раскрыть тайны горы. Но за все время никому никогда не удалось подняться на вершину горы. Были попытки подняться на священную гору под руководством опытных монахов. При восхождении люди, поднимавшиеся на гору, ощущали слабость и постоянно хотели заснуть. Можно объяснить, что это просто недостаток кислорода так влиял на людей.
Но люди были полностью здоровые и подготовленные, и сопровождавшие их монахи были бодры и полны энергии. Поднимаясь до определенной высоты, всегда монахи предупреждали людей, что выше им подниматься нельзя. Появилось предупреждение: выше не подниматься, иначе они погибнут. Всегда восхождения заканчивались практически на одном месте и высоте. Но во время одного подъема 4 члена экспедиции посчитали слова монаха неубедительными и продолжили восхождение. Но им пришлось повернуть назад, продвинувшись не на очень большое расстояние и высоту, потому что они сбились с пути. А вернувшись из экспедиции, все 4 человека, которые отказались возвращаться, не послушав предупреждения монаха, скончались из-за аномального старения в течение года. Видите, на самой горе происходит более сложная деформация временной матрицы конкретного человека. Получается, что на долине процесс изменения времени происходит только при нахождении на ней, тогда как на горе Кайлас происходит изменение положения человека в временной матрице, независимо от местоположения. Человек, не услышавший предупреждения от монаха, изменил свою временную проекцию в пространстве навсегда, и поэтому в течение года скончались они от старости. Но есть информация, что на Тибете есть места, способные не только старить людей, но и также менять время вспять. Но этими свойствами обладают только несколько мест, расположенных в определенных точках. Пройти в данные точки и попасть для обычного человека практически невозможно. Он не пройдет все препятствия, которые необходимо пройти. В них могут попасть только лишь специальные монахи, которые могут проходить пещеры самадхи. Но сколько этих монахов и где они живут, это очень большая загадка. Не меньшая загадка, чем пресловутая Шамбала, описанная Рерихом и Блаватской. Но о Шамбале мы поговорим в следующем выпуске, так как это будет продолжение материала о матрице времени, которая с одной стороны нам открыта, но с другой стороны закрыта от нас. И мы можем увидеть только одну плоскость многогранной матрицы времени. То есть на Тибете долина жизни, в которой, по преданиям, время останавливается, то есть происходит зацикливание временной проекции. Но об этой долине в следующем обзоре. На сегодня заканчиваем обзор. В следующем обзоре продолжим обсуждение матрицы времени и мест, в которых она проявляется в других плоскостях и фантастических проявлениях. Всего хорошего, до новых встреч! Подписывайтесь на наш канал и оцените материал лайками и комментариями.